На неделе моды в Париже, где каждый именитый бренд стремится очаровать или, скажем так, заворожить роскошными модными образами собравшуюся на показе публику, состоялась презентация коллекции весна-лето 2023 от модного дома Christian Dior, созданной под руководством Марии Грации Кюри. В этом сезоне дизайнер вдохновлялась средневековьем. Основой коллекции стали пышные юбки и длинные накидки, кружевные платья, блузы, корсеты и нательные сорочки из резного хлопка, которые модельер дополнила ультрасовременными парами. Топами с цветочным принтом, майками из прозрачного трикотажа, джинсами с низкой посадкой и обувью на платформе и изогнутом каблуке, надетыми поверх гольфов. Креативный директор легендарного дома моды сегодня решила убежать как можно дальше от окружающей реальности и погрузила публику в атмосферу барокко. Кюри представила на подиуме модную линейку одежды и обуви, вдохновленную королевой Франции и урожденной итальянкой Екатериной Медичи, одной из самых жестоких и влиятельных женщин в стране. Как объясняет сама дизайнер, идея коллекции заключалась в том, чтобы обыграть данную историческую отсылку и показать, насколько мода и власть находятся в диалоге. На фэшн-сцене был выстроен грот и крытая галерея. За величественными хитросплетениями скрывалась скромная картонная конструкция. Показ проходил параллельно с выступлением танцевального коллектива. Пока манекенщицы вышагивали вокруг арт-объекта, хореографическая труппа театрально изображала бал Медичи. Это был настоящий тур де форс, экскурс в преобразование, сделанный Екатериной во Франции, где пышными балами, величественными маршами и другими зрелищами монархиня добавляла эффектности королевской власти. Осиротевшая в раннем детстве, она несколько лет провела в монастырях, где обучилась плетению кружев. Потом Медичи привезла этот навык во Францию. Кружева и тонкая вышивка придали чувственности, тонкости и искусности многим представленным на подиуме образом. В цветовой палитре модных нарядов Кюри сделала ставку на белый, золотой и большое количество черного цвета. Это также очередной реверанс в сторону сильной монаршей персоны. Именно она сменила в Европе цвет траура с белого на черный. 30 лет Екатерина Медичи провела во вдовстве, и почти все эти 3 десятилетия носила черное. Отсюда и ее прозвище «Черная королева». В новой модной линейке насыщенный черный идеально контрастирует с безупречной чистотой белого. Палитра мягких тонов гармонирует с легким изяществом струящихся тканей. Виртуозное мастерство рукоделия, включая различные техники вышивки и плетения кружева, кроше, превосходно сочетается с натуральными органическими материалами, такими как раффия, что придает модным нарядам штрихи современного стиля. При дальнейшем просмотре видеоряда, друзья, вы вряд ли оставите без внимания прекрасные цветочные принты, создающие сказочный образ темного и мерцающего зимнего сада. Они воплощают жизненную силу мира растений, украшая платья, брюки и пальто, наделяя их новой модной поэзией. Многие роскошные ансамбли весенне-летней коллекции скорее достойны звания великолепных нарядов от кутюр и никак не впишутся в повседневный гардероб. Но здесь важна сама идея. По своей сути, это шоу стало размышлением автора о женской силе, которую можно выразить при помощи одежды. На мой взгляд, у дизайнера получилось сегодня создать почти совершенный и очень необычный баланс между повседневным комфортом и изысканной высокой модой, где мирно и свободно соседствует прошлое, настоящее, будущее, провозглашая некий ультрасовременный гимн женственности и уверенности в себе, смелого творчества и новых модных решений. В коллекции есть немало интересных деталей, мнение которых всем зрителям, я уверена, будет интересно узнать из ваших, друзья, комментариев под этим видео. Скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Приятного просмотра, хорошего дня, всем красоты и обязательно только теплого, солнечного настроения!